Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! После провязывания образца и выполнения расчета петель я приступаю к вязанию кардигана, и первый шаг — это вязание спинки кардигана. Основные размеры, которые должны у нас получиться. Максимальная длина 42,5-43 см. От резинки до начала закрытия петель для выреза проймы получается 24 см, и от этого места до верха 13,5 сантиметров. При этом резиночка длина около 5 сантиметров. Так, ширина здесь должна у нас получиться 36 сантиметров. Вырез горловины около 10 сантиметров. И петли для плеча около 11 сантиметров. Процесс вязания данной детали очень простой, и все основные моменты я вместе с вами буду провязывать под камерой и показывать. Вы же в процессе вязания, конечно, ставьте класс к этому видео и пишите в комментариях, как вам удается процесс вязания данной детали. Берем пряжу, спицы и приступаем. Беру пряжу, спицы номер 4 и итальянским способом набора выполняю набор общего количества 68 петель. И 68 петля. Вязание разворачиваю и 4 ряда выполняю полой резинки. Первую кромочную снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. И посередине смотрим: петля открытая, лицевая, значит ее лицевую провязываем. Дальше бугорок, петля изнаночная, мы ее снимаем не провязывая, при этом рабочая нить перед работой и так далее. Лицевую вяжем, изнаночную снимаем, при этом рабочая нить перед работой. И так выполняем вязание 4 рядов. Далее перехожу на вязание резинки 2 на 2. При этом кромочные в лицевых рядах первую и последнюю провязываем лицевыми, в изнаночных рядах провязываем их изнаночными. Итак, вязание лицевого ряда, первая кромочная лицевой, теперь резинка 2 на 2. Первая петля лицевая, провязываю ее лицевой. Следующие 2 петли поменяем местами, вытягиваю их, снимаю, на левую спицу захватываю изнаночную петлю, правую спицу убираю, подхватываю лицевую петлю, возвращаю ее на левую рабочую спицу, провязываю лицевой. Лицевая 1, лицевая 2, изнаночные. Изнаночная 1, здесь бугорок тоже, изнаночная 2 и так далее. Лицевая 1, 2 петли меняем местами, возвращаю, лицевая 2, изнаночная 1, изнаночная 2. Провязываю этот ряд до конца. В завершение этого ряда 2 изнаночные, лицевая 1, и эту петлю я тоже провязываю лицевой. Кромочная также лицевой. Вязание разворачиваю. Этот ряд изнаночный, кромочные первые и последние изнаночными, а петли здесь по рисунку будем провязывать. Кромочная, изнаночной, и дальше смотрим. Бугорок, значит изнаночная 1, изнаночная 2. Бугорка нет, петля открытая. Лицевая 1, лицевая 2. Изнаночная 1, изнаночная 2. Итак, выполняем вязание резинки в высоту, необходимое количество рядов. 10 рядов
резинки 2 на 2 провязано. Теперь я буду переходить на спицы номер 4,5 и провязывать ряды уже с узором. При этом при вязании первого ряда узора следует добавить в начале и в конце ряда по одной петли, которые я буду дальше провязывать изнаночными. Поэтому кромочные в лицевых рядах первую и последнюю изнаночными, кромочная первая изнаночной, затем петлю протяжку вот поднимаю между петлями и провязываю скрещенной изнаночной. Дальше провязываю 4 раза резинки 2 на 2, всего 8, 2 лицевые, 1, 2, изнаночные 3, 4, лицевые 5, 6 и изнаночные 7, 8. Теперь провязываем узор, то есть 2 петли лицевые, 1, 2, следующие 16 будет узор, 2 изнаночные, 1, 2, 2 лицевые, 1, 2, 6 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 лицевые, 1, 2, 2 изнаночные, 1, 2 и 2 лицевые, 1, 2. И эти 16 петель, вот эти 16 петель, провязываем еще 2 раза. Раппорт узора в ширину провязала, и в завершении этого первого ряда изнаночные 1, 2, лицевыми 3, 4, изнаночные 5, 6, лицевыми 7, 8. В завершении ряда протяжку поднимаю и провязываю ее скрещенной изнаночной, так же как и в начале ряда, скрещенная изнаночная и кромочная изнаночной. Вязание разворачиваю. Второй ряд и все изнаночные ряды далее провязываются тоже по рисунку. При этом кромочные первая и последняя лицевыми, лицевая. И дальше смотрим. Здесь петля открытая, лицевая. Дальше бугорок, петля изнаночная. Опять петля открытая, лицевая, бугорок, изнаночная. И так будут провязываться все изнаночные ряды, все петли по рисунку. Вязание третьего ряда. Из третьего ряда раппорт узора далее будет повторяться высоту, кромочная изнаночной, и провязывается 9 петель резинки. Изнаночная 1, лицевыми 2, 3, изнаночная 4, 5, лицевыми 6, 7, изнаночными 8, 9. Теперь 2 лицевые для симметрии, 1, 2, следующие 16 петель это раппорт узора в ширину. 2 изнаночные, 1, 2, 2 лицевые на дополнительную спицу перед работой. Следующие 2 изнаночными, 1, 2,
2 петли лицевые возвращаем на рабочую спицу и провязываем их лицевыми. 1, 2, 2 изнаночные, 1, 2, 2 петли на вспомогательную за работу, 2 изнаночные, снимаем, оставляем за работой, 2 лицевые, 1, 2, 2 изнаночные возвращаем на рабочую спицу и провязываем их изнаночными, 1, 2, 2 изнаночные, 1, 2 и 2 лицевые, 1, 2. Далее раппорт узора в ширину 16 петель провязываем еще дважды. В завершении третьего ряда также провязываем 9 петель резинки и кромочную, 2 изнаночные, 1, 2, 2 лицевые, 1, 2, 2 изнаночные, 1, 2, 2 лицевые, 1, 2, изнаночная и кромочная тоже изнаночный. 4 изнаночный ряд провязываем все петли по рисунку. Вязание 5 ряда, и дальше я не буду останавливаться на провязывании кромочной и первых 9 петель, а только на узоре. 2 лицевые для симметрии, 1, 2, 16 петель раппорта узора, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4, 2 петли на вспомогательную перед работой, 2 петли на вспомогательную за работу. Следующие 2 лицевыми провязываем, 1, 2. На рабочую спицу возвращаем 2 изнаночные, которые у нас за работой. Провязываем их изнаночными, 1, 2. Возвращаем 2 лицевые и провязываем их лицевыми, 1, 2, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4, 2 лицевые, 1, 2, 16 петель провязываем еще дважды, здесь и в завершении 9 петель резинки и кромочная, после чего провязываем 6 изнаночный ряд, все петли по рисунку. Вязание 7 ряда, 2 лицевые для симметрии, 1, 2, 16 петель раппорта узора, 2 изнаночные, 1, 2, 2 изнаночные на дополнительную спицу за работу. Следующие 2 лицевыми, 1, 2, 2 петли со вспомогательной на рабочую возвращаем, провязываем их изнаночными, 1, 2, 2 изнаночные, 1, 2, 2 петли на вспомогательную спицу перед работой. Следующие 2 изнаночными, 1, 2, 2 петли возвращаем на рабочую спицу и провязываем их лицевыми, 1, 2, 2 изнаночные, 1, 2, 2 лицевые, 1, 2, 16 петель раппорта узора провязать еще дважды. В завершении ряда петли резинкой, следующий 8 изнаночный ряд, все петли по рисунку. 9 ряд, 2 лицевые для симметрии, 1, 2, 16 петель раппорта узора, 2 изнаночные, 1, 2, 2 лицевые, 1, 2, 6 изнаночных,
Раз, два, три, 4, 5, 6. 2 лицевые. Раз, два. 2 изнаночные. Раз, два. И 2 лицевые. Раз, два. 16 петель раппорта узора повторяем еще дважды. Ряд завершаем петлями резинки, после чего 10-й изнаночный ряд провязываем все петли по рисунку. 10 рядов у меня провязано, и смотрите далее по схеме. 15, 13 и 11 ряды провязываются точно так же, как и 9. А 9 мы с вами только что провязали. Так что провязываем до 16 ряда включительно. При этом изнаночные ряды провязываются все петли по рисунку. Первые 16 рядов узора провязано, а далее высоту повторяем раппорт узора с 3 по 16 ряд включительно. Провязав основную часть спинки в высоту чуть более 24 сантиметров, у меня получается 25 в таком виде, обязательно учитывайте, когда, вот смотрите, сейчас ширина у меня идет около 31 сантиметра, и после того, как мы спиночку соединим с передом, у нас деталька немного растянется, и основная часть, она станет чуть короче. Поэтому я провязала чуть больше, и у меня в данном случае получилось всего 52 ряда. Что касается по схеме, первые 16 рядов, 14, 14, и здесь у меня провязано от раппорта высоту 3, 5, 4 и 9 ряды, и соответственно 10 изнаночный. Здесь всего провязано 52 ряда. Далее я провязываю 4 ряда с закрытием петель с двух сторон для выреза проймы 3, 3, 1, 1. Это у меня получается 53 ряд, и закрываю 3 петли. Первую снимаю, следующую провязываю лицевой, на провязанную опускаю. Одну петлю закрыла, следующую провязываю лицевой, на провязанную опускаю, вторую петлю закрыла, провязываю лицевой, на провязанную опускаю, третью петлю закрыла. И вязание ряда выполняю до конца с учетом схемы. В этом ряду перемещение петель не делается. По схеме это 11 ряд у меня. 53 ряд довязываю до конца, изнаночная, кромочная, изнаночный, вязание разворачиваю. Вязание 54 ряда, в начале ряда закрыть 3 петли. Также делаю: первую снимаю, вторую провязываю лицевой, на провязанную опускаю, одну петлю закрыла, провязываю лицевой, на провязанную опускаю, вторую закрыла, провязываю лицевой, на провязанную опускаю, 3 петли закрыла. И этот ряд изнаночный провязываем все петли по рисунку. 55 ряд, ряд этот лицевой. В начале ряда закрываем одну петлю. Первую снимаю, следующую провязываю лицевой, на провязанную опускаю. И далее вяжем ряд до конца с учетом схемы. У меня по схеме это 13 ряд, и выполняется он без перемещения петель. 56 ряд или 4 ряд с закрытием петель для выреза проймы. Первую снимаю, вторую провязываю, на провязанную опускаю. Одну петлю закрыла, и ряд провязываю до конца, все петли по рисунку. Провязав 4 ряда с закрытием петель для выреза проймы, я отметила, получается, 5 ряд от спицы, и затем вверх без убавления петель провязываем 12 сантиметров
до выреза горловины. Вторая и предпоследняя петля у меня здесь изнаночные, поэтому кромочные в начале и в конце ряда я буду здесь провязывать в лицевых рядах изнаночными, а в изнаночных рядах, наоборот, лицевыми. Это я делаю для того, чтобы затем выполнять соединение за протяжки было более удобно. Провязав от отметки высоту 12 сантиметров, даже чуть больше получается, при этом на что хочется обратить ваше внимание, когда спиночка будет надета, тогда это расстояние чуть уменьшится. У меня здесь от отметки получилось 26 рядов, 12 сантиметров от начала закрытия петель для вязания проймы. То есть это получается у меня общее количество здесь провязано 78 рядов. Теперь для выреза горловины закроем центральные 16, затем по одной еще убавим и ряды закроем. Для начала закрытия центральных петель, рисунок у нас по центру это 14 петель, отмечаем дополнительно еще одну с этой стороны и с этой. То есть отметила я центральные 16 и получается 79 ряд провязываю петли до маркера. Довязав до маркера, маркер убираю и эти петли будем закрывать. Первую снимаю, следующую провязываю лицевой, на провязанную опускаю. Можно даже просчитывать. Раз, два, третья закрыта и закрываем до этого маркера. В завершении закрытия петель это 15-я, здесь одна петля до маркера еще остается, маркер убираем, следующую петлю провязываем и на нее опускаем. Теперь 16 петель закрыто. Можете эту петлю перенести и сравнить здесь количество петель с двух сторон будет одинаковым. Теперь рабочая нить у меня находится здесь, и петли разделились на две части. Получается, эту часть мы сейчас провяжем, а затем перейдем к этой части петель. Эту петлю я сюда возвращаю, она у нас крайняя, и выполняем вязание этого ряда до конца с учетом схемы. То есть все петли провязываем по рисунку. В этом ряду у меня перемещения петель нету. 80-й ряд с этой стороны, и здесь провязываем все петли по рисунку, как есть. Бугорок, изнаночная, провязываем до конца. 81 ряд на этой части. И для закругления выреза горловины закроем еще одну петлю. Первую снимаю, следующую провязываю лицевой, на провязанную опускаю. И дальше провязываю ряд по рисунку, петли как есть. Теперь здесь у меня осталось 22 петли. Этот ряд до конца, 82 изнаночный ряд, все петли по рисунку провязываем. 82 ряд провязан, и теперь все петли закрываем. Первую снимаем, следующую провязываем лицевой, на провязанную опускаем. Провязываем, опускаем. Так выполняем закрытие всех петель. Закрыв петли полностью, перехожу на вязание этих петель. На изнаночной стороне между первой и второй петлями за протяжку я зацепила рабочую нить. Вязание разворачиваю. 79 лицевой ряд был у нас провязан, поэтому вязание 80 ряда здесь. И в начале ряда закрываем одну петлю для горловины. Первую снимаем. Следующую провязываем лицевой, на провязанную эту петлю опускаем, одну петлю закрыли. Провязываем ряд до конца, все петли по рисунку.
После вязания 80 ряда здесь закрыли одну петлю, и осталось у меня здесь 22 петли. Теперь 81 ряд провязываем петли по рисунку, изнаночный 82 тоже по рисунку, и после чего закрываем все петли точно так же, как выполняли закрытие петель на этой стороне. Вот и готова у нас деталь спинки. Данную деталь я обязательно фиксирую на ровной поверхности иголочками, увлажняю и даю высохнуть. Ставьте класс к этому видео. Конечно же, в комментариях пишите, как вам дался сам процесс вязания этой детали. И переходим далее к вязанию полочек.